Всем доброго раннего утра. Продолжим с вами. Алтарь пока менять не буду, оставлю как есть. Друзья мои, ведьмы и колдуны испокон веков были неуязвимы. Причина проста. Они не притворялись ведьмами и колдунами, а на самом деле ими являлись. Они действительно занимались магией, жили этим, верили в эти силы, обращались и получали помощь. И самое главное, они знали тайны. Очень важные тайны. Владеешь информацией, владеешь миром. Это не просто так сказано. Это не говорит о том, что ты действительно владеешь миром, всеми банками и концернами, всеми деньгами мира и всеми богатствами. Нет. Но ты владеешь своей жизнью, своей судьбой. Сидя дома, ты защищаешь себя от врагов, читаешь и призываешь удачу своим детям, получаешь дары судьбы, ставишь себе защиту и так далее. Это все знания. Настоящие знания, которые дают человеку возможность выжить в этом мире и получать то, что он хочет получить от судьбы. Вот есть такие люди, которых называют заговоренными. Наверняка слышали. Он как заговоренный, его ничего не берет. На этих людей ходят, кляузничают, стучат и чего только не пытаются сделать, как только не пытаются навредить. Но у этих людей все нормально. У врагов ничего не получается. Те, куда они идут жаловаться, словно их не слышат. Те, от кого зависит какое-то, скажем так, наказание для этих людей, теряют работу, уходят. Те, кто их преследует, болеют или умирают. Одним словом, некая сила просто зорко следит за тем, чтобы с этим человеком ничего не случилось. И закрывают все двери перед его врагами. Как это происходит? Ну, например, человек, который должен был там прийти с проверкой, внезапно получает либо повышение, либо понижение. Уходит с этой должности, ему уже не до этого. Человек, который должен был навредить по чьему-то заказу, вдруг у него там умирает мать. И он едет на похороны, потом у него начинается депрессия, он забыл про это. Человек, который хотел кого-то осудить и получить за это погоны и хорошую должность, внезапно узнает, что у него онкология. И он уже забывает про все и про то, кого он хотел преследовать. Вот таким образом сила закрывает все дороги и пути к тому человеку, на которого пытаются что-то сделать. Более того, эта сила способна еще повернуть эти все силовые поля, направленные на этого человека, в обратную сторону. И уже сами те, кто этим занимался, могут пострадать от тех же сил. Так вот, к тому, что информация – это великое дело. И знание – это великая сила. Не просто так многие исторические персонажи очень пристально изучали древние манускрипты, приглашали к себе мудрецов, читали, вникали в эти тайные знания. Не просто так масонская ложа построена на древних знаниях, не просто так очень много оккультных организаций, которые владеют определенными знаниями. Не просто так в Ватикане закрыты библиотеки, в которых больше всего книг по магии и оккультизму. Это не просто так. Знание – это очень великая сила. Символы, знаки, имена демонов, имена определенных сил, имена древних богов.
заклинания, заговоры, которые могут помочь в разных ситуациях. Кто это знает, кто себя записывает, передает своим детям, он дает своим детям очень большое наследство. Он делает этих детей неуязвимыми. И если у этих детей хватит ума брать и пользоваться этим из поколения в поколение, то их род, их семья будет процветать. У всех великих, сильных семейств мира были определенные тайны, которые они хранили. Были свои защиты, свои талисманы, свои обереги, свои какие-то наследственные кольца и там какие-то, скажем, переданные атрибуты, которые оберегали этот род. Просто это нельзя было другим знать об этом. Итак, закрываем двери перед врагами и ставим им запрет, мешаем им ходить, кляузничать, стучать на нас, одним словом, портить нам жизнь. Это нужно читать в открытом пространстве. Например, где-то на лесопарковой зоне, посреди своего сада, посреди своего двора, открытое пространство. Читайте, поворачиваясь на все 4 стороны света. 4 раза. Вот повернулись в одну сторону, прочитали, потом в эту сторону. То есть с 4 сторон света по кругу вы закрываете, точнее, призываете того духа, который считается закрывателем дверей. Так его называют. Сараим. Это очень древнее название древнего демона, духа, как хотите. Пришло еще из Халдеи, это Вавилония, Вавилонское царство. Он считался демоном, закрывателем дверей, и его призывали, когда нужно было закрыть двери врагам. Если вашу семью преследуют, если заявлениями, кляузами, жалобами не дают вам жить, берете и закрываете все двери перед этими людьми. Пользуйтесь аккуратно, не делайте просто. Можете провести вместе с другими работами, которые, то есть, вместе, в общем и целом, вам помогут в вашем деле победить. Слова следующие. «Стану я посреди поля великого раздоля, да призову закрывателя дверей. О, дух древний, Сараим, внемли просьбам моим, закрой перед моими врагами все двери, казенные, судебные, княжеские да купеческие. Всюду, куда на меня жалобы пойдут, нигде помощи пусть не найдут. Перед ними все двери закроются, они в закрытые двери пусть ломятся. Все к их мольбам будут глухи и немы. Не будут их видеть, не будут их слышать. И просьбы их без ответа останутся. Как старой бабке более не родить, так никому мне не вредить, не судить, а стороной меня обходить. Закрой, Сараим, перед врагами все двери. Да останутся они ни с чем. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз. Стану я посреди поля великого раздоля. Да призову закрывателя дверей, дух древний Сараим. Внемли просьбам моим. Закрой пред моими врагами все двери, казенные, судебные, княжеские да купеческие. Всюду, куда на меня с жалобой пойдут, нигде помощи пусть не найдут. Перед ними все двери закроются, они в закрытые двери пусть ломятся. Все к их мольбам будут глухи и немы. Не будут их видеть, не будут их слышать. И просьбы их без ответа останутся. Как старой бабке более не родить,
так никому мне не вредить, не судить, а стороной меня обходить. Закрой, Сараим, перед врагами все двери, да останутся они ни с чем. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Стану я посреди поля великого раздолья, да призову закрывателя дверей. О, дух древний, Сараим, внемли просьбам моим. Закрой перед моими врагами все двери, казенные, судебные, княжеские, да купеческие. Всюду, куда на меня жалобы пойдут, нигде помощи пусть не найдут. Перед ними все двери закроются, они в закрытые двери пусть ломятся. Все к их мольбам будут глухи и немы, не будут их видеть, не будут их слышать. И просьбы их без ответа останутся. Как старой бабке более не родить, так никому мне не вредить, не судить, а стороной меня обходить. Закрой, Сараим, перед врагами все двери, да останутся они ни с чем. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Стану я посреди поля великого раздолья, да призову закрывателя дверей. О, дух древний, Сараим, внемли просьбам моим. Закрой перед моими врагами все двери, казенные, судебные, княжеские, да купеческие. Всюду, куда на меня жалобы пойдут, нигде помощи пусть не найдут. Перед ними все двери закроются, они в закрытые двери пусть ломятся. Все к их мольбам будут глухи и немы, не будут их видеть, не будут их слышать. И просьбы их без ответа останутся. Как старой бабке более не родить, так никому мне не вредить, не судить, а стороной меня обходить. Закрой, Сараим, перед врагами все двери, да останутся они ни с чем. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Итак, проводите вначале почаще, когда такие преследования начинаются. Но потом, если так, время от времени, чтобы они не возобновлялись. И через некоторое время вы увидите, что к ним никакого внимания нет, и все их просьбы, все их походы туда-сюда остаются ни с чем. Вот так, друзья мои. Запишите у себя и пользуйтесь. Эти знания, они очень важны, жизненно необходимы. И те люди, которые чего-то достигли в этой жизни, они все знают, что без помощи потусторонних сил у них бы ничего не получилось. Они могут принародно сказать, что не верим мы в магию, это все ерунда, это все человек сам хозяин своей судьбы, все правильно. Сам хозяин своей судьбы, если он просит эти силы для того, чтобы они помогали ему в своей судьбе. Вот он становится хозяином своей судьбы. Он через эту просьбу руководит, управляет своей судьбой. Всем удачи!